Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания винограда. В этом видео я вам расскажу о двух проблемах и как их решить, которые возникают при укоренении виноградных черенков. Чаще всего, конечно, они возникают у начинающих виноградарей, но бывает такое, что эти проблемы также появляются и у виноградарей уже с богатым опытом. Все мы очень любим весной, в конце зимы, достать череночки, начать их укоренять. Кто-то их покупает, кто-то использует свои черенки. И все, конечно, уже приспособились к определенным методам выращивания. Кто-то проращивает в баночке с водой самым простым способом, кто-то использует какие-либо субстраты. И вот часто такое бывает, я заметил уже и на своем собственном опыте, что при укоренении виноградных черенков в каком-либо субстрате, а я использую, как правило, опилки, также при использовании агроперлита, либо кокосового субстрата, происходит такое явление, как задержка раскрытия почки, при этом на черенке имеется хорошо развитая, такая прям как борода, такая сильная корневая система. И часто виноградари очень радуются этому явлению, но тут их подстерегает один маленький нюанс, одна проблемка. Очень часто при передозировке укоренителя, даже в том числе вот такого как корневин, который считается достаточно таким мягким укоренителем, происходит передозировка, то есть излишняя обработка слишком большой концентрации низа черенка. И происходит такое явление, как вся сила растения, вся, что вот содержится в этой вот в кусочке лозы, в череночке, вся сила направлена будет на окоренение. Получаются очень хорошие корни, при этом почка остается закрытой. Это, конечно, проблема, потому что без открытия почки такой черенок абсолютно будет непригоден и, как правило, не жизнеспособен. Что же в этом случае делать? Со мной такое тоже случается. Я в таких случаях, когда у меня хорошая корневая система на черенке, но закрыта почка, я использую вот такой пластиковый стаканчик, если у меня черенок двухпочковый изначально укоренялся. И я делаю таким образом. Я хорошо опрыскиваю черенок в районе почки и надеваю сверху пластиковый стаканчик. Вот видите, он у меня даже до дна не достает, до земли, он вот так вот свободно болтается. Это тоже нормально. Таким образом создается повышенная влажность в зоне почки, в верхней части, и небольшой такой парниковый эффект. Если у вас черенок высокий, трехглазковый, то тогда можно применить обычный вот целлофановый пакетик, также прям сверху на него надеваете. Хорошо, естественно, перед этим опрыскиваете и одеваете пакетик. Можно в воду для опрыскивания добавить эпин. Хороший стимулятор, он благотворно влияет и ускоряет раскрытие почек. Я его часто использую по инструкции. На обратной стороне здесь все подробно расписано. Сколько, чего, когда и куда. Можно опрыскивать обычной водой. Тоже эффект будет. Эффект не сразу проявляется, он проявляется через несколько суток, как правило, через 3-4 суток. Почка начинает оживать, потихонечку зеленеет, раскрывается и появляются вот такие вот хорошие росточки, хороший побег. Вот еще недавно вот этот вот череночек был у меня со спящей почкой, и вот он буквально позавчера почку раскрыл. Вот такой простой агроприем существует. Вторая проблема, сейчас я ее вам тоже опишу, часто очень встречается при укоренении черенков винограда в баночке с водой. Ситуация прямо противоположная в этом случае происходит, а именно, когда мы укореняем на воде, у нас в первую очередь раскрывается глазок, либо почка, либо сразу две почки раскрываются. Бывает, если черенок трехглазковый, то и средняя почка раскрывается. И вот виноградарь, тоже особенно начинающий, очень этому явлению радуется, но здесь также кроется подводный камень. Дело в том, что очень часто при укоренении на воде вы все вот правильно сделали, температуру поддерживаете, воду меняете. Появляются очень хорошие развитые большие побеги, даже грозди завязываются. Вот видите, здесь тоже уже гроздочка завязалась, но
корней, как видите, нет. Видно, что вот кора потрескалась. Скоро, конечно, они появятся, но вот спрогнозировать точно, когда это произойдет, ну, я бы сказал, невозможно сделать, особенно начинающему виноградарю. Что же в этом случае делать? В этом случае также существуют некоторые агроприемы, которые позволяют задержать развитие почки, так как она тоже берет силу из черенка, и эти силы не безграничны, они когда-нибудь рано или поздно обязательно закончатся. Если на черенке нет корней, но есть почка, он также бесперспективен и не имеет, в общем-то, такие прогнозы неблагоприятные, поэтому черенку я бы дал. Что же в этом случае делать? Ну, во-первых, смотрите, удаляем лишнюю почку. Вот здесь видно, что вот одна почка еще раскрылась. Почка, глазок точнее, состоит из нескольких почек у виноградных черенков. Вот видите, я лишнюю убрал. И еще я беру вот такие маникюрные ножнички и аккуратно вот так череночек прищипываю. Срезал верхушечку. И таким образом я затормозил развитие данного черенка примерно на неделю, может быть дней на 10. У него не будут тратиться силы на рост побега, на развитие цветочка, гроздочки, а все силы будут перенаправлены все-таки на образование корней. Вот такой вот баланс должен быть. Конечно, идеальные условия, когда одновременно появляются корешки, раскрывается почка, это идеальные условия. Не всегда получается этого добиться, особенно начинающему виноградарю. Как правило, приходится все время немножко подшаманивать. Где-то вот почка пораньше раскрылась, корней нет. Где-то корни образовались, а почка не раскрылась. Такое часто бывает. Пугаться этого не стоит. Если у вас трехглазковый черенок, к сожалению, у меня такого здесь нет, то просто вы удаляете среднюю почку полностью. Вот видите, здесь тоже у меня две почки раскрылось. Вот одну нижнюю я вот так взял и аккуратно выщипнул. Ну, здесь побег короткий, прищипывать нечего, так что оставлю его так. Видно, что кора также потрескалась на черенке. Я думаю, что все-таки скоро корни появятся. То есть, таким образом мы замедляем развитие побега и перенаправляем силы растения, силы черенка на корни образования. Вот такой простой агроприем. Ну и, конечно, не забываем про ежедневное опрыскивание. Это полезно не только черенкам, которые укореняются в субстрате, но и черенкам, которые укореняются в баночке с водой. Все-таки время от времени я рекомендую опрыскивать их водой. Воду, как я уже говорил, можно добавлять и в этом также случае и пин экстра. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем хороших урожаев!